Снова всем привет, продолжаем играть в Morrowind. Находимся мы внезапно в Балморе, в гильдии бойцов. Дело в том, что вне записи я, как обычно, раскладывал барахло. Купил нового раба для ингредиентов, потому что в ящик уже не помещается все. Но это я покажу. И, в общем-то, нужно нам к Налькарии было бы сходить, потому что всего 2 зелья остались эксклюзивных. Маловато их, конечно, уже, но пока без этого никуда. И я понял, что если мы опять пойдем к Налькарии и начнем торговаться там, то у меня будет опять повышение уровня, а бонусов нет. Поэтому я пришел вот сюда, к Хасфату Антаболису, и буду у него учиться внезапно рукопашному бою. Во-первых, это нам все равно пригодится, если мы пойдем проходить Blood Moon. Наверное, многие знают. Во-вторых, все равно какие-то бонусы нам нужны. Интеллект мы уже подняли. Силу воли и привлекательность мы особо больше ничем не поднимем, так чтобы не завышать искусственно уровень. Поэтому начнем вот с рукопашного боя, который дает бонус к скорости внезапно. Вот мы видим уже скорость X3. Не то чтобы нам это было нужно, да, потому что скорость у меня большая, но повторяю, для Blood Moon это критично. Четыре. Ну и силу, естественно, мы будем также повышать. Вне записи я также увидел, что мне понизили силу где-то. Какой-то трупак, видимо, успел плюнуть. Так, все, скорость X5, идем дальше. Силу, естественно, я восстановил. Насчет торка, вот правда, не знаю, надо посмотреть. Так, здесь мы изучаем длинные клинки. Да, наверное, продолжим длинные клинки изучать. Можешь быстрее спрашивать. Мне надо идти. Итого, сила X3. Все равно X3. Вообще, по-хорошему, мне надо бы качнуть еще и меткость. Меткость у меня, ну, вообще не качана, никогда не пользовался. С прицелом на дополнение. Но всему свое время. Так, все, сила X5, скорость X5. Идем к Налькарии. Также я думаю, что воспользуюсь советом подписчиков о том, чтобы добавить ей зелий, чтобы не покупать поштучно. Мне кажется, мы вполне можем это сделать. Охранник здесь стоит. Цветы я, к сожалению, не взял. Даже подарить нечего, честно говоря. Колечко разве что. Давайте подарим ей колечко. К сожалению, в инвентарь добавить я вряд ли смогу. Это большая честь. Да, вот тебе кольцо. Не подумай, что это намек. Да, зелье у нее вот в этом сундуке. Это очевидно. Замок уровня 75. И взломать его не то чтобы сложно. Давайте попробуем. Смотрите, вот с этого места меня никто не видит. Сохраняемся. Готовим наше заклинание телекинеза. Сейчас у меня зелий мало. Но сначала давайте взломаем сундук. Проверим, возможно ли это в принципе. Так, вот это давайте используем на 15 секунд. Так, и отпирание. А давайте соточку, чтобы не рисковать. Да, это возможно. Штрафа у меня никакого нет, но она, видите, меняет позу. Но думаю, что это не страшно. Мы сможем добавить туда зелье. Но сначала давайте с ней поторгуем все-таки. Навык торговли.
Давайте попробуем без него. Там в комментариях мне накидали теории на этот счет. Отношение у нас 100. Без навыка торговли она продаст мне за 50, интересно, или нет? А за 60? Тоже нет. А за 70? Правильно зелье? Да. И за 70 не продаст. То есть, ну, понятно, что отношение, может быть, я зря завысил. Придется и навык торговли тоже повышать. Так, вот это мне нужно. Давайте до десяточки догоним и добавим ей ассортимент. Давайте не будем борзеть, по 60 берем. Че, и по 60 уже не хочешь? Странно. Так. Давай по 60. Вот, дело пошло. Жизнь налаживается. Вот она и торговля растет. Также я продал бы и лишние зелья. У меня вот поднакопилось тут куча зелий левитации, которыми я не пользуюсь. На 88 секунд, наверное, это лишнее. У меня есть вот качественные зелья на 45 секунд, 15 пунктов. Этого более чем достаточно. Поэтому вот эти вот вполне можно продать. Так, но это мы не будем продавать. Невидимость тоже я продам, смысла в них нет. Увеличение интеллекта, пожалуй, оставлю. Увеличение силы оставлю. Восстановление усталости. Давайте продадим. Поглощение оставим. Хождение в воде можно продать. Излечение парализации, пожалуй, оставим. Это мы тоже продадим. Мор мне уже не страшен. Зелье героизма. Ну, пусть пока будет. Дешевые зелья левитации. Тоже продадим. Толку от них нет. Так, это самопальные уже. 5 пунктов на 30 секунд оставим. Продавец 1,5. Ну его нафиг продадим. Так, увеличение силы, поглощение, эксклюзивное восстановление здоровья оставим, зелье света эксклюзивное оставим, хамелеон 20% оставим, улучшение силы оставим и щит молнии мне не нужен. Итого 2300. Ну давай за 3000. Да, молодец. Ну и продолжаем. Значит, 5 зелий у меня. Да, вот теперь изменилась раскладка, и теперь надо... Вот она. По 60. То есть место положения зелья в списке изменилось. Вот оно. Так. 7. 8. Может быть и не будет повышения уровня, друзья. Может я с учебой зря и заморачивался. Чё ты не хочешь? 9. И 10. Хотя нет, 10, наверное, лишнее. У нее там одно уже есть. 9 мы еще добавим, а будет как раз 10. Давайте. Займем позицию. Еще раз сохранимся. Снова применим телекинез. Я думаю, что обычный здесь подойдет вполне. Только надо, чтобы она ножку убрала. Так. И закидываем сюда зелье. И теперь тут десяточка. То есть мы, в принципе, ничего не украли. Это, наверное, воровством не считается. Воровством будет вскрытие самого замка. Мне совсем не составит труда поговорить. И проверяем. Готовим снова торговлю. Посмотрим, почем сотню зелья она будет нам продавать. Ой, десяток, какую сотню? Вот они. Закупаем мы их ни хрена себе. Ну давайте за 500.
По аналогии. Если одно за 50, то 10 за 500. Нет, да? А за 550. Так, и снова смотрим. И снова их 10. Отлично. Друзья, отлично. Это существенно сократит время на закупку. Наверное, имеет смысл и 20-ку закинуть. Ну ладно. Я почему-то так вот привык, что 20 зелий у меня. Хотя, наверное, этого уже недостаточно. Все, десяточка никуда не делась. Отлично. 1475 у нее осталось, но продать мне ей особо нечего. Куча свитков, конечно, у нее, но к свитке она не берет. Да. Ну и что? Бежим мы домой, но по пути все-таки заглянем к Ажире. Давным-давно назрел уже вопрос с ее заданием. Она нам должна дать задание, свое собственное, как бы персональное. Вот она говорит. Нет, говорит, поручений, но готова рассказать тебе секрет. Ажира все знает о посохе Магнуса. Ажире известно, что посох Магнуса находится в Ассу. Он в пещере на склоне горы Кант, что на северо-запад от Мола Кмара. Но мы этот посох уже добыли. Все, теперь Ажира расскажет тебе еще один секрет. Что за секрет? Ажира расскажет еще один секрет. Ажира знает о кольце чернокнижника. Так, Ажире не нравится Виндамея Дритан. Она в Аширбадоне, пещере на небольшом острове к западу от руин Балфел. Так, а ты отметила мне на карте руины Балфел? Блин, мне кажется, это где-то вот здесь. Но я, конечно, могу и ошибаться. У кого бы спросить подробнее. Так, может, ты расскажешь? Вы нашли? Не нашли. Аширбадон. А давайте сгоняем в местную таверну. Ну, здесь вряд ли кто-то что-то знает, конечно, потому что я вот на память боюсь наврать. Вот, например, таверна, 8 тарелок. Муцера. Ты кто? Жулик. Нет, жулик мне не нужен. Ты кто? Чужестранец. Знатный человек. Тем более. Тоже Хлалу. Так, а где все? Расскажи своим друзьям об этом Трактирщик. Нет, значит не здесь. Значит, это не здесь. Подожди-ка. Порез бритвы, это не то. Ладно. Значит, Аширбадон надо будет поспрашивать. А мы тем временем движемся в Альдрун. Зачаровывать орку предмет с постоянным эффектом. Мы нашли в своих похождениях святошу, единственного и неповторимого. Вот я купил раба, затащил ей уже все наши ингредиенты, освободил тот шкаф. Будет она стоять здесь по известной причине. Как у тебя дела? Ну и по поводу орка. Значит, что мы можем? Амулет мы уже сделали. Я думаю, что можно зачаровать ему щит вот этот на повышение силы. Во-первых, это даст грозоподъемность. Естественно. Кстати, давайте для профилактики сделаем Добро пожаловать. Пусть боги всегда хранят. Сделаем ему восстановление. Так, акробатика. Сопротивление. Так, щит заберем. Сделаем восстановление. Вот такое вот. Все. Основной шмот возвращаем.
Ну, сила не была повреждена, но тем не менее, там выносливость, скорость, всякое такое. На всякий случай. Тут либо кольцо, либо щит. Кольцо можно ему дать вместо, наверное, кольца Марары. Кольцо Финистера все-таки как-то хоть защищает вот от ядов, электричества хотя бы 20%. А кольцо Марары ему бесполезно. Акробатика 10 пунктов ему ни к чему, он не прыгает. А сюда влазит 30 пунктов силы. Тогда как вот в этой перчатке 20 пунктов, и она на 100 увеличивает ему грузоподъемность. Ну и силу удара, естественно. Катану я пока ему отдал, она заряжена. Да. Да. Значит, мы что делаем? Мы идем... Забираем что-нибудь на обмен. Что у нас есть? У нас есть куча сапогов стеклянных, вот по 8000. Ну, несколько штук. Забираем парочку. У нас есть поножи стеклянные. 17, но это до хрена. Это тоже дорого. Я хочу просто нарядить ту тетку в легкую броню. Я надеюсь, что легкую броню она напялит, потому что вот то, что я ей продавал среднюю броню, она не надевает. Хотя стеклянный кинжал она нацепила. Так, это получается у нас 16 000. Ну, по идее все. Этого достаточно. Давайте посмотрим. Значит, торговля нам нужна. Сохраняемся. Вот он, стеклянный кинжал, это я ей продал. И смотрим по зачарованию. Значит, камень душ, щит, постоянный эффект, увеличить характеристику. Сила 30 пунктов. Вот, ровно 150. Итого 16 100. Ну, переименовывать я смысла не вижу. Покупаем. И сразу же торгуем. Отлично. И да, она... Да что ты будешь делать? Она нацепила сапоги. То есть в стекло ее можно, в принципе, нарядить. Да и одежду ей какую-нибудь приличную можно подобрать, чтобы она, то есть, модная стояла. Денег у нее сейчас нет, поэтому сейчас мы этим заниматься не будем. Давайте порадуем орка нашего. Наконец-то. Так. Несмотря на то, что у него дайкатана, видите, экипированный щит свой бонус все-таки дает, потому что он его тоже надевает. И грузоподъемность у него стала 580. А сколько у него стала сила, я сейчас не скажу в цифрах. Но плюс 30 и плюс 20. Это получается плюс 50 уже у него есть. Это неплохо, я считаю. Очень неплохо. Ну а теперь давайте все-таки завершим на какие-нибудь задания. А то все беготня какая-то. Что у нас тут? Задание Азуры понятно. Кольцо чернокнижника тоже, в общем, понятно. Любовница Хрунди. Это нам нужно доложить. Давайте, наверное, побежим сначала по этому заданию. Доложим Вивике о любовнице Хрунди. Так, подожди, что-то я заметался. Доложим Джиму Стейси, естественно, что мы убедили Хрунди выступить в поддержку гильдии воров в конфликте с гильдией бойцов. Такая здесь интрига. Между всеми нашими делами все-таки сюжетные движения нужно не забывать. Движемся вниз и на восток, кажется, да? Так, или нет, ни хрена не на восток, на запад. А, ну так я на запад и шел, а восток-то не здесь. Да, лево-право, восток-запад — это проблема, друзья.
иногда. Ну что, присоединится он. Хорошо, мы делаем успехи. Дальше что? Что же дальше? Работенка. Навил и Ранис Ениты, лучшие исполнители Коммунатонка. Это как раз вот те друзья, по-моему, которых мы убили у Орваса Дрена. Ты, говорит, уже убил? Хорошая работа. Их смерть наряду с улучшенной защитой замков не даст Коммунатонг проникнуть в наш тыл, однако гильдия бойцов все еще является проблемой. Кольцо теневого облика. Это либо невидимость, либо хамелеон. Так, ну и Жоринга предлагает завалить. Он глава гильдии бойцов здесь, на Варденфелле. Мы пытались дать ему взятку, пытались его шантажировать, пытались даже вступить с ним в дипломатические переговоры, но Жоринг почему-то ненавидит нас лютой ненавистью. Это явно что-то личное. Я не знаю, что именно, но даже без прикрытия Коммунатонг он уже планирует атаковать все здания нашей гильдии. Отправляйтесь в гильдию бойцов, здесь Вивики, убейте Жоринга и доложите об этом мне. Так, что за кольцо сначала давай посмотрим. Какого-то окружения вроде бы. Или теневого облика. Наверное, вот это вот. 6-15 пунктов на 5 секунд, но это ни о чем, конечно. Да, но это все не то. Видимо, вот оно. Так, ну я думаю, что со Жорингом мы можем разобраться своими силами, не привлекая орка. Тащить его сюда ради этого. Все равно придется призывать от этого алчущего. Скорее всего. Он наложит паралич, также призовем Дримору. Я думаю, что да, вполне сможем. Жоринг у нас сидит где-то здесь. Тут такой немножко лабиринт. Гражданин. Ага. Торговать с нами не хотят. Вот он, Жоринг, собственно говоря. Занять надо позицию. Сохранимся, сразу же призываем алчущего. Ну, тут еще, видите, еще призвать надо умудриться. Давайте с собственноручным зельем воспользуемся. Так. Наверное, этого мало будет. Призываем Дримору. Так, и разъярение накладываем на... Где оно у меня? Вот оно. На самого Жоринга. Так, и уходим в невидимость. А ребятки пусть воюют. Так, ну паралич удался. Дримора с какой-то беспонтовой дубиной появился. Но думаю, что они его все равно ушатают. Вдвоем, да еще с параличом. Мне он бы, конечно, навалял не слабо. Вот этим молотком. Жирный чувак. Но особо он, видите, ничего не может противопоставить нашим двум ребятам. А вот если закончится призыв, тогда даже не знаю, будет проблемой. Так. Ну, чуть-чуть, наверное, еще осталось. Так, призыв заканчивается. Срочно призываем нового алчущего. И что, он все, что ли, отагрился? Он, походу, отагрился. Это как понимать? Вот это молодец. И в невидимость уходим. Мана кончилась.
Так, ну опять Дремора с какой-то дурацкой дубинкой появился. Где дейдрическое оружие? Где клейморы, катаны, да и катаны? Щиты дейдрические, в конце концов. Но щиты вроде бы только у святош бывают. Здесь боюсь наврать, но мне так кажется. Но что-то долго они возятся. Очень долго. Поза эпичная, конечно. Готов. Готов Жоринг. Че у него тут за молоток был? Ну, обычный, ничего тут. И, кстати, почему-то он не надел броню. Вот это странно. И шлем у него тут, да, вот лежит. То есть, в принципе, полный комплект брони, вот это с него можно снять. Кому только это нужно, непонятно. Давайте посмотрим, что он тут хранит. В своих закромах. Ага, опять. Вот и на Алькаркины зелья расходуются. Грозовой шлем не нужен. Так, на кровати ничего. Камушек возьмем. Ну и все получается тут. Сваливаем, пока не спалились. Ну уже. Откуда? Откуда? Оттуда. Из гильдии воров. В данном случае. Мага-вор такой у нас. Даже в большей степени, наверное, уже вор, чем маг. Так, на восток. Да? Да. Мне кажется, это все. Это последнее было задание. Итак, Жоринг мертв. Каковы бы ни были его личные мотивы, он больше не будет тревожить нашу гильдию. Оставшиеся лидеры гильдии бойцов больше симпатизируют нам. Поскольку вы спасли гильдию воров у Варденфелла, думаю, вы этого заслуживаете. Это ключ скелета. Лучшая отмычка из всех, когда-либо созданных. Она мне подвернулась в Хаммерфелле. Используйте ее разумно. А теперь у меня есть для вас новая работа. На самом деле это последнее задание, которое я тебе даю. Позаботься о гильдии. Ты вершил великие дела, Лакмус. Теперь, когда ты здесь, я вполне могу позволить себе небольшой отпуск. Возможно, съезжу в Хаммерфелл, навещу семью, а до моего возвращения гильдия находится под твоим началом. То есть это официальное повышение, да, я так понимаю? Вы мастер дела. Очень рад. Вам Так, ну вот ключ скелета. Да, все. Максимальный ранг достигнут, новых заданий здесь нет. Есть еще хаджитка в Пелагиаде, которая тоже может нам давать задания, но пока что мы про нее на время забудем. Сейчас, я думаю, мы займемся заданием Азуры. Да, для этого нам нужно взять орка все-таки. Поэтому летим в гильдию магов. Телепортируемся в Альдрун. Я выслушаю. Так. И нам нужно будет опять... Хотя нет, знаете... С удовольствием. Подождите-ка, подождите-ка. Я весь внимание. У кого бы спросить про кольцо чернокнижника? Так, ну здесь нету такого, да? Здесь такого нету. Какую-нибудь таверну. Кузнец, а здесь таверны нет, да? Это торговцы. Подождите, друзья, секундочку. Мне почему-то кажется, что это где-то здесь должно быть. я не сейчас. А таверна внизу. Если здесь есть вообще таверна. Минутка есть. В чем дело?
Аптекарь. Алхимик. Книги Джабаши. Нет, не здесь, подожди. Трактир. Но это трактир квестовый. Вот эти ребята тоже по заданию проходят. Вряд ли они мне что-то расскажут. Для вас. Да. И этот тоже. Не любит меня почему-то. Ты кто? Барт. Но он ничего такого не знает. Можешь говорить. Хильф Разоритель. Варвар из гильдии бойцов. Но вряд ли он нам тут что-то подскажет. Аширбадон. Ага. Но здесь мы разве что вот этого еще спросить. Для вас. Но он трактирщик, понятно. Определенное место. А то он про сам Вивик рассказывает. Но это нам не нужно. Поселение, поселение. Округа. Сплетни не буду я собирать. Ладно. Ладно. Небольшая задержка. Но была у меня надежда, что эти ребята что-то знают. Эти ребята тоже ничего не знают. Если ищете неприятности, то получите. Так, ну и ординатор, даже если знает, нам, конечно же, не скажет. В принципе, набор реплик у него стандартный. Ладно, давайте отправимся все-таки Ну, по плану, а именно по заданию Азуры. Может, ты знаешь про Аширбадон? Про повышение пока спрашивать не будем. Про Аширбадон он не знает. Так, что у нас по загрузке? Вот это выложим. Ключ скелета весит 0,5. Пусть будет, пока не буду я сейчас метаться туда-сюда. Нам нужно, в общем-то, опять в Дагонфелл. Катану забираем. И отправляемся. От Дагонфелла опять той же дорогой, и, к сожалению, придется по старой уже охоженной тропинке идти. Так, через Хул, наверное, проще будет. Для вас Но ничего не поделаешь. Я думаю, что мы не прям по тропинке, а мы, скорее всего, метнемся там по воде. Отшельницу тревожить не будем, так уж и быть. Я надеюсь, мне не зачтется то, что я... Хотя, смотрите, здесь может быть даже проще, Торопитесь. Последний корабль на солнце. чем из Дагонфелла. Пока не прибудет следующий. Дагонфелл у нас вот здесь, а нам нужно вот сюда. В принципе, расстояние плюс-минус одинаковое. Может быть, даже отсюда и проще будет. Да. Не то чтобы мне было жалко денег, просто я думаю, что это разумно. Только единственное, надо как-то следить за заклинанием у орка. Восстановим ману. Сохранимся. Ну и давайте пробовать. Все, и скачками побежали. Ни на что не отвлекаюсь, ни на каких наездников. Бежим, бежим и бежим.
К сожалению, вот здесь... Хотя вот камушки есть, можно будет передохнуть на камушках. Обновить заклинание. Под водой ничего интересного. Хотя вот такая арка вроде бы интересная, да? Давайте вот сюда. Все, он застрял там. Пол дороги, можно сказать, мы осилили. А эти руины мы уже зачищали. Ну, если там спаун новый не прошел только. Скачем дальше. Нам, получается, нужно еще вот обойти вот этот пригорок, там Альдридайния, посещенная нами не так давно. Под водой совершенно ничего нет, но стоит только нырнуть, вся окрестная рыба тут же слетится. Скажут, кушать подано. И вот эти вот ребята еще неприятные, крайне. Так, вот и наездники пошли. Пора, я думаю, заклинание обновлять. В общем-то, вот мы почти на месте. Вот тот островок нам нужен, но заходить надо как-то грамотно. Очень грамотно. А может и не тот. Так, ну, руины доэдрические мы здесь все вроде бы обшарили. На каком-то из этих островов отшельница живет, и он нам не нужен. А на каком-то другом непосредственно тот, кто нам нужен. А нужен нам именной святоша. Ладно, давайте. Сохраняемся и чешем. Не хотелось бы нагреть их раньше времени всей толпой, потому что их там много достаточно. Но, видимо, нет. Это остров с отшельником, с отшельницей. А нужный нам остров, он там. Скорее всего. Да. Обновляем заклинание. Не хочется мне оказаться в неприятной ситуации, когда сагрятся местные дрелги. А может и... О, я бегу не туда. Может, это не тот островок, кстати, друзья. Здесь какая-то гробничка. Островок явно не тот, Ты принесешь мне славу. который нам нужен. Там я вижу какой-то кораблик. По-моему, мы его посещали. А нужный нам островок просто непонятно. Сможешь. Не совсем понятно, точнее. Может, я перепутал. Но гробничку давайте все-таки посетим, раз уж мы здесь оказались. На память не очень я ориентируюсь. Гробница Неласов. Здесь мы приготовим, даже не знаю, призыв алчущего, наверное. Сохранимся. Стандартный предбанник, стандартная ловушка. А отмычек у меня нет. Я все выложил, поэтому будем использовать телекинез. Качать таким образом мистицизм. Ну а население здесь, как видим, тоже стандартное. Двое. Сразу двое. Но призывать алчущего я, наверное, смысла тут никакого не вижу. Разве что не прибежит кто-нибудь более крутой. Например, вот эти скелеты. Поэтому алчущего таки призываем. По-хорошему еще бы лечение долгоиграющее наложить на орка.
Наложил на алчущего. Ну, смотрите, неплохо они разбираются. Пока я тут сортировал заклинания, не всех уже раскидали. А что там дальше? А там какая-то дверь. Ладно, давайте лутанемся пока. Что тут ценного есть, интересного? Цефалоподовый шлем нам не нужен. Монетка. Еще монетка. Костяной лорд полезен оказался. Скелеты бесполезные. О, тут даже две двери. И смотрите, тут кто-то жил. Кто-то здесь жил, прямо бухал. Неплохо. Неплохо. Может быть, что-то ценное мы здесь найдем. Или нет. Хитиновый щит. Так. Восстанавливаем ману. Сохраняемся. Хильнем орка для порядка. Обычная дверь и обычная дверь. Так, там еще один костяной лорд. И снова двери. Здесь, наверное, сразу готовим заключение. Камни душ у меня еще есть. Отлично. Слушайте, ну сила прямо рулит, друзья. Прям мне нравится, как он их раскидывает. Да и катаны, и даже без зачарования. Гномская булава и имперский палаш. Стальной, не имперский, просто стальной. Нам это все не нужно. А здесь что? Ловушка. Ловушка — это телекинез сразу же. А там еще один лордик костяной. Два удара. И лордик готов. И у нас уже 3 камня заряженных. А что он там охранял? Блин, там еще проход. Мне нравится эта гробница. Хамелеон 15% берем. Еще один лорд. Да, в этот раз действительно быстро. Что-то он тут колданул. А чё колданул? Проклятие скорости. Дружочек. Ты просто не знаешь, что у меня есть ботиночки ослепляющей скорости. Чудесные. Кстати, что у них по прочности? Но в битву мы не вступаем, поэтому ботиночки особо не пострадали. Опять ловушка. Да что ж такое-то? Лунный сахар. И здесь все, да? Нечем поживиться. Но идем дальше. Готовим заключение. Блин, рефлекторное нажал. Честно говоря, это было зря. Думал, что там будет костяной лорд. А там какой-то занюханный скелет, который сейчас по всей гробнице начнет бегать. Но благо никого не нагрит хотя бы. Давайте его сагрим на себя. Так, что я сделал не то. Все. Ну и куда? Как я и говорил, он пошел в Великий Камень Душ. Это очень плохо.
подсветочку включим. И посмотрим, что он там охранял. Я надеялся, что здесь кто-нибудь живет. Какие-нибудь ребята. К чему вся эта тогда обстановка? Ну, может, бандиты или вампиры какие-нибудь, но нет. Все, гробницу мы зачистили, и я думаю, что на этом серию-то я закончу. Продолжу я изучать этот архипелаг дальше. Что-то мне подсказывает, что нам нужно вон туда, на тот островок. Да, подождите. Отшельница, а на ее острове должны быть даэдры. Слушайте, я вспомнил. Я вспомнил, друзья. Озарение внезапное. Наверное, уже в комментариях написали мне. Но вот какой именно остров? Может быть и тот, на который мы так и не забрались. Сейчас я быстренько гляну. Вон тот вот остров. Возможно, это и он. Но исследовать это все дело мы будем в следующем эпизоде. На сегодня это все. Спасибо за внимание и до новых встреч.